Привет всем, кто это посмотрит. Мы с вами давно не виделись, но нужно продолжать жить как-нибудь. Поэтому я хочу показать и рассказать вам о приложениях на телефоне, которые помогают морально не справляться с некоторыми проблемами, с которыми я сталкиваюсь в жизни. Вот. Если что, это не реклама, потому что у меня 200 подписчиков, и никому не нужна моя реклама. Я покажу и расскажу вам о 3 приложениях, которые, как мне кажется, помогают ментальному здоровью и в целом не расклеиться и всякое такое. Вкратце расскажу вам по 5 пунктам. Это в чем суть приложения, в чем его направленность, что мне в них нравится, что мне в них не нравится, можно ли внутри самого приложения получить помощь специалиста, просто поддержку или психолога непосредственно. И последнее — это всякие штуки дополнительные, которыми лично я не пользуюсь, но они могут быть интересны вам. Первое приложение называется ВОЗ, и оно самое объемное по своим внутренностям, скажем так. Это смесь дневника обычного, опросника, дневника эмоций и дыхательных упражнений. Нравится оно мне, потому что я люблю отвечать на всякие анкетные вопросы, типа какой у вас любимый фильм, или чем вы любите заниматься в свободное время, что вам нравится или не нравится в работе или учебе, или еще в каких-то аспектах жизни. Также в целом оно удобно для меня лично. Среди остальных, которыми я пользовалась, оно более удобно в использовании. И также там есть поддержка для украинцев. То есть вы можете выбрать там, нажать на кнопочку и выбрать то, что вам нужно, если вам это нужно в данный момент. Не нравится мне в этом приложении то, что самая первая кнопка, которую вы видите, когда заходите, это платная услуга. Можно ли получить помощь специалиста в этом приложении? Да, можно. И оно там в виде либо чат со специалистом, либо телефоны доверия, в зависимости от того, в какой вы стране, выбираете там и показываются телефоны, по которым можно довериться. Дополнительные штуки, которые лично я не использую, но вот вам они могут быть интересны, это аффирмации, мотивирующие цитаты, отчеты о самочувствии в виде тестов, там вроде бы 4 теста. Я их иногда прохожу, но не скажу, что пользуюсь этим постоянно, потому что не вижу особого смысла в этом для себя, естественно. Вам может быть интересно. Второе приложение — это Terra. Направленность этого приложения — это дневник, а именно дневник желаний, эмоций, страхов и благодарностей. Нравится мне это приложение, потому что оно однажды помогло мне выбраться из достаточно апатичного состояния, потому что я самые минимальные какие-то свои желания начала вводить, и в итоге поняла, что все-таки чего-то я хочу. Что мне не нравилось в этом приложении, это то, что последний дневник благодарности, был платным, то есть по подписке. Ты покупаешь подписку, и только тогда можешь пользоваться этой частью приложения. Но на момент, когда я начала записывать видео, оказалось, что это теперь бесплатно. Так что вот, минуса больше нет. Можно ли связаться с каким-то образом со специалистом или получить поддержку, консультацию? Нет, там в этом приложении такой возможности нет. И единственное дополнение, которое есть помимо этих 4 дневников, это вдохновляющая новая цитата каждый день. Я просто не такой человек, который вот эту вот цитату прочитал и вдохновения нет. У меня такого, к сожалению, нет. У меня этот процесс посложнее происходит. И последнее, 3 приложение — это Mindly. Направленность этого приложения — это непосредственно консультация со специалистом, то есть прием у психолога, психиатра или любого другого специалиста, которого вы для себя подберете в этом приложении. Понравилось мне то, что украинцам сейчас там бесплатный доступ к консультациям во время войны, так что если у вас есть какие-то проблемы и у вас нет денег или возможности, чтобы непосредственно прийти и заплатить специалисту там, где вы сейчас находитесь, вы можете сделать это через интернет в этом приложении. Не понравилось мне... не то чтобы мне это не понравилось, просто помимо того, что это сейчас бесплатно для украинцев в тяжелый момент, в целом консультации у психологов и психотерапевтов — это не дешевое удовольствие. Так что, да, это стоит денег, потому что любой труд должен быть оплачен, тем более
специалисты данных профилей, то есть психологи и психотерапевты, делают то, что сам человек с собой сделать не может, скорее всего. Поэтому неудивительно, что это недешево. Есть ли помощь специалиста? Ну, очевидно, есть, потому что суть этого приложения в том, что ты находишь себе специалиста, связываешься с ним, и вы далее взаимодействуете. Насчет дополнительных всяких функций и фишечек, там вроде бы ничего больше нет, только непосредственно консультация и возможность наперед записаться на консультацию, чтобы кто-то другой не занял время, в которое вы бы хотели попасть, собственно, к человеку, с которым вы общались в прошлый раз. Если вам было интересно, я могу рассказать еще о некоторых приложениях, которыми я пользуюсь, которые помогают мне в разных аспектах моей жизни. Там и для питания есть всякие штуки, и там спортивные, и всякое такое. К сожалению, из-за обстоятельств, которые называются война, я забросила заниматься этими полезными вещами, например, следить за питанием. Но, надеюсь, в скором времени заставлю себя снова заняться этим. А так, спасибо, что вы это посмотрели. Я очень надеюсь, что предоставленная мной информация была вам полезна, интересна, ну и всякое такое. Я не знаю. И всего вам хорошего, где бы вы ни находились, кем бы вы ни были. Надеюсь, у вас все будет хорошо.